Приветствую, друзья! Вслед за наушниками Yandex Aladin вполне логично представить вам их основного конкурента Vidix Diamond String. По измерениям эта модель столь же превосходна, а по звучанию дает чуть больше акцент на верха, которые тут приготовили ну просто сногсшибательно. Впрочем, давайте разбираться во всем по порядку. Поехали! Приходят наушники в довольно такой компактной черной коробке с логотипом бренда и кучей какой-то служебной информации. Внутри нас встречает плотный такой кейс с внушительным числом амбушюр разных видов и размеров. Я насчитал 2 комплекта пенок и целых 4 типа силиконовых насадок. Причем все из них мне прекрасно подошли, так что будет на чем остановиться в плане звучания. Кабель выглядит очень неплохо, практически не путается, имеет такой прямой металлический штекер с защитой от перелома, аналогичный же разветвитель и заушенный с довольно такой тонкой термоусадки. Соединение же осуществляется на классическом уже вилочном коннекторе 0,78 мм. Чашечки здесь литые, с одним компенсационным отверстием, направленным назад, и металлическим звуководом. Выступ же для удержания амбушюр, заметьте, находится вот ровно посередине, следовательно, амбушюры придется надевать прямо до самого конца. С торца же звуковод прикрыт привычной уже всем металлической защитной сеточкой. На фейсплейте же нам вынесли наименование компании Vidix и логотип серии String. Получилось очень здорово и, на мой взгляд, весьма фотогенично. В ушах модель сидит прекрасно, удобно и с превосходным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям тут чуть более продолжительный относительно нормы импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие 0,3%. Это даже круче, чем было у Yandex Aladin. Наушники вот в последнее время, друзья, просто поражают своим качеством. Фаза ведет себя абсолютно логично, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 70 и 100 миллисекунд соответственно. По насадкам разброс не сильно большой, только белый с красным сердечником заметно выделяются из общей массы. А ЧХ же здесь куда более выразительная, чем мы видели у Yandex. Низкие частоты нам приподняли на 8 дБ, а саб-составляющую еще на 4 дБ. Затем от 2 кГц идет выделение области разборчивости с двумя пиками на 2,7 и 4,7 кГц. Компенсационная яма и довольно внушительный по продолжительности пик на 8,2 кГц. Высокими частотами нас прямо вот решили побаловать, немного прибрав их по уровню, но при этом сохранив до 20 кГц включительно. Практически типовой, как на мой взгляд, график с вполне объяснимыми особенностями. Звучат же наушники сочно, выразительно и при этом весьма сбалансированно. В качестве особой фишечки нам дали хороший такой акцент на верхней части средних частот, нужный, чтобы продемонстрировать все богатство этого диапазона. А послушать здесь реально есть что. Высокие ощущаются не только продолжительными, но и просто впечатляюще чистыми, разборчивыми. Да, ту самую слоистость можно вкусить вот в полной мере, и именно своими высокими частотами модель выделяется среди конкурентов. Yandex Aladin, например, вот так не умеют. У них все ваше внимание нацелено вот четко на середину, а высокие притушены и грамотно так отведены на второй план. Так что те, кто любит звучание поярче, останутся в полном восторге от Diamond String, а кому нужен максимально центрированный звук, от Aladin. Что-то схожее со звучанием героев обзора есть и у KBR Aurora, однако последние имеют куда более смещенный баланс в сторону верхних частот, в то время как у Diamond String хороший такой глубокий текстурный бас и сочная массивная серединка. Причем эту часть диапазона можно неплохо так подстроить насадками. Например, те самые белые с красным сердечником, которые выделялись из основной массы по АЧХ, заметно подбирают низ, тем самым сильно увеличивая детализацию, общую тембральную проработку, да и техничность в целом. При этом звучание столь же завораживающее, как и в моих любимых басовых насадках зеленого цвета. Это моя вот любимая парочка, ну и пенки сюда еще можно приплюсовать по вкусу. Остальные же два набора из черных и серых амбушюр придают звучанию какой-то грубости и топорной резкости. Возможно, кто-то так и любит, но на их фоне звучание в зеленых и белых кажется ну прямо изысканным, с полупрозрачными шлейфами и утонченными затуханиями. То есть отсыпали нам насадок, как говорится, на любой вкус, и это, друзья, не может не радовать.
По стилистике Vidix Diamond String, на мой взгляд, абсолютно универсальный. Гонял их на классике, роке, дедкоре и даже всякой экспериментальной электронике. Вообще никаких вопросов. Бас глубокий, при этом весьма разборчивый. У середины достаточно массы, чтобы отыграть секцию ритм-гитары, хорошо так подсветить голос вокалиста. Ну а что там творится ближе к верхним частотам? Ну просто какая-то магия. Это вот надо слушать. Причем, что интересно, наушники прекрасно подходят как для какой-то академической музыки, требующей четкости и прозрачности, так и для старого джаза или блюза. То есть полный спектр направлений. Из источников гонял Diamond String на довольно жирненьком по звучанию ЦАПе Shanlink 5 по кабелю, так и связки с MSL SU8S HI200. И хотя звучание в каждом из случаев приобретало немного разный окрас и ощутимо меняло свою подачу, однако общий характер наушников все равно хорошо прослеживался. Так что использовать модель можно с чем угодно. Единственное, я бы рекомендовал хотя бы 40 мВт выходной мощности. При ее недостатке звук обычно теряет свою четкость, которая здесь, скажу я вам, на просто прекрасном уровне. Общий же тональный окрас здесь ближе к теплому, основная настройка нацелена на высокую тембральную проработку, но без тотального уклона в микронюансы. Смягчения на пиках, как это было у Яни Аладдин, здесь тоже нет, из-за чего звучание кажется чище, прозрачнее и немного естественнее. Правда, центровка чуть смещена в область верхних частот, но это нисколько не умаляет качество всего остального диапазона. Я бы даже сказал, что наоборот, это подчеркивает баланс. Если же возникает дилемма, ну что же выбрать, то я бы рекомендовал любителям высокой четкости и акцента на верхних частотах отдать свое предпочтение именно за Diamond String. На мой взгляд, даже у куда более дорогих FiiO FH7 все было не настолько круто слажено. Ну а если высокие это не совсем то, что вы любите, то ваш выбор, очевидно, Яни Аладдин. Обе модели друг друга стоят и отличаются в основном настройкой звучания. Мне они нравятся обе, и каждая из них уступает флагманским Яни Canon, если кто смотрит на модели уровнем повыше. Итогом внутриканальные пятидрайверные гибридные наушники Vidix Diamond String прежде всего радуют обилием амбушюр в комплекте, позволяющих получить именно то звучание, которое нравится вот именно вам. Для себя я отметил зеленые, белые пенки. Отличный кабель, прекрасный вместительный комплектный чехол и очень круто выглядящие фейсплейты. По подаче же это хорошо сбалансированное звучание с прекрасным текстурным и при этом глубоким басом, сочная эмоциональная серединка и просто восхитительными по качеству верхами. Если кто не успел распробовать, что же такое высокие частоты, прямо настоятельно рекомендую именно эту модель. Здесь они не режут, не сыпят и никак не напрягают. Что очень большая редкость в наушниках с подобным вариантом тюнинга. В общем, просто шикарные наушники, способные грамотно приготовить для вас как тяжелые стили, так и какую-нибудь симфоническую музыку. Моя оценка превосходна, можно смело брать. Это были Vidix Diamond String. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.